Привет! В этом видео разберемся, стоит ли покупать оригинальные наушники AirPods или же стоит сэкономить и купить реплику. Досмотрите ролик до конца и тогда узнаете, стоит ли переплачивать. Приятного просмотра! Говорить будем об общих вещах, особо не затрагивая функции отдельных моделей. Если говорить о коробке, то ясное дело, коробка у реплики качеством типографии и материалов не блещет. Но по сути это далеко не главное, поэтому внимание на этом заострять не будем. Сам кейс тоже отличается качеством от оригинала, а шарнир немного выпирает из корпуса. Но это тоже в общем не критично. Шрифты надписей, разумеется, тоже отличаются. У оригинала кейс открывается с большим усилием, и по ощущениям благодаря этому открывается оригинал приятнее. Но не забываем про средний ценник реплики, который равен где-то 3000 рублей. Тактильно качество самих наушников практически неотличимо от оригинала. В конкретно моей копии все вот эти красивые менюшки и анимации при подключении наушников и открывании кейса работают аналогично оригиналу. Но тут, конечно, все зависит от качества реплики. Отмечу, что у реплик бывают проблемы с подключением к устройству. У меня такое случилось только при первом подключении и решилось само собой. Что касается функций, то от недорогой реплики нормальной работы шумоподавления и пространственного аудио не ждите. Как-то работать оно возможно и будет, но не как должно. В любом случае, за эти деньги большего можно не хотеть. Если уж вам нужны эти фишки, то вам стоит либо посмотреть на оригинал, либо на наушники от других производителей с этими опциями. Комплект у реплик идентичен оригиналу. Здесь и кабель питания USB-C Lightning, и набор сменных амбушюр, и пачка макулатуры. Качество всего этого, конечно, сомнительное, но тем не менее, оно есть. И кабелем этим я бы вам заряжать устройство Apple не советовал. Что касается макулатуры, то здесь и качество бумаги, и качество печати страдает. А сам текст с оригиналом тоже не всегда совпадает. Надписей на русском языке во всей этой макулатуре вы тоже не найдете. А если опять возвращаться к коробке, то можно заметить, что часто на репликах наклейки наклеены криво, а шрифт на них тоже слабо походит на оригинальный. И все же в наушниках главное звук, поэтому перейдем к нему. Звук в репликах оставляет желать лучшего, однако все не так плохо. Моя версия играет достаточно достойно, но хуже оригинала. Особенно все печально с низкими частотами. Но все же сказать, что они звучат совсем плохо, я не могу. Тем более, что звук у них все-таки лучше, чем в оригинальных AirPods второго поколения. Реплика — это по сути не так-то и плохо, но вы получаете устройство без полноценной гарантии. Хотя, согласно статье 19 Закона о защите прав потребителей, в случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 2 лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечению гарантийного срока, то в пределах 2 лет потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 18 настоящего закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Поэтому большой проблемы здесь я не вижу. Понятное дело, что если есть возможность купить оригинал, то лучше это сделать и получить действительно качественный продукт. Однако, если такой возможности нет, то вы хотите получить наушники в дизайне прошек и хорошо подумали, то почему бы и нет. Но замечу, что мы против покупки подобных изделий. В описании есть ссылка на наш телеграм-канал, где вы можете найти много полезной информации о жизни проекта. Текстовую версию видео найдете на сайте FBest. Там, кстати, еще множество интересных и полезных статей. Как-то так. Всем пока.